Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Друзья, вас становится мне все больше и больше, и спасибо за ваши комментарии, я очень для вас стараюсь. Я крайне редко встречала людей, которые не любят чизкейк. И вот я посмотрела свои рецепты, которые я записывала еще с юности, которые мне моя тетя с Польши давала. И каких только у меня нет ингредиентов в этих всех чизкейках или творожных запеканках, что мы туда только не добавляли. И картошку вареную, толченую, для того, чтобы она была более рассыпчатая. Кто-то добавляет сухой порошок пудингов. Сахара как минимум нам нужно в такой рецепт 250 грамм, то есть 1 стакан. Крахмал добавляют, манку добавляют, ну я не знаю, что только мы туда не кладем, и в итоге наши эти чизкейки получаются вовсе не полезными. А вот я для вас сегодня приготовила супер полезный рецепт без манки, без крахмала, без муки и даже без сахара. Этот великолепный чизкейк или творожную запеканку можно кушать с диабетом второго типа и на стадии худения, на диетах, на стадии закрепления веса. Пожалуйста, оставайтесь со мной и готовьте, пробуйте. Этот рецепт великолепный, удачный, я очень им горжусь. Я его уже не один раз делала, и вам тоже это советую. Почему? Потому что я заменяю сахар на пюре из яблок или же из груш. Я их запекаю в микроволновой печи 4-5 минуток, потом делаю пюре и добавляю вот эту прелесть во все свои тортики, пироженки, запеканки и так далее. Когда вы запекаете эти груши или яблоки, да, у вас обязательно будет сок. Его нужно сцедить. И вот эту жидкость или сок вы можете, он настолько сладкий, как сироп получается. И вы туда можете добавить немножечко желатина, какие-то фрукты, поставить в холодильник, и вуаля, у вас еще и будет фруктовое желе. А само пюре, которое останется, добавляем в тесто. И, конечно же, вместо муки обыкновенно белой, пшеничной высшего сорта, я всегда добавляю в свои рецепты протеиновую муку. В данном случае будет у нас соевая и мука из семени льна, которую я сама делаю в кофемолке. Ну что, дорогие мои, идемте готовить. Рецепт будет вкусный и интересный. Из орудий труда нам сегодня понадобится, конечно же, миксер, силиконовая лопатка, кисточка, форма и чаша для того, чтобы мы с вами взбили все ингредиенты. Для нашей сегодняшней запеканки нам понадобится 4 столовые ложки льняной муки, которую я сама сделала в кофемолке, 4 столовые ложки соевой муки, 4 столовые ложечки у меня здесь греческого йогурта, можно его заменить на сметану, полкилограмма творога, у нас он называется кварк, 2 яйца, 2 груши, которые я запекла в течение 5 минут при самой высокой такой температуре, и потом сделала в блендере пюре. Это у нас будет вместо сахара. Это супер хороший продукт и совет вам. Буквально четверть ложечки чайной ванилина, чайная ложечка разрыхлителя, щепотка соли и 20 миндальных орешков, которые тоже также можно заменить на любые другие. Просто-напросто мы ими украсим нашу запеканку. Ну и, конечно же, немножко масла. Это для того, чтобы смазать нашу форму для выпекания. Ну что, давайте готовить. Сейчас у нас все будет происходить очень быстро и просто. Мы с вами смешиваем все ингредиенты. Льняная мука, соевая мука. К ним мы отправляем 2 яйца. Греческий йогурт, бум, вслед за ним творожок, пюре из груши. Это совершенно великолепный заменитель сахара, натуральный продукт, который дает такую сладость, что вы забудете вообще все про сахар даже, зато полезно будет и вкусно. Теперь немножко соли для баланса, разрыхлитель, ванилин. Вот все мы ингредиенты теперь имеем.
В заключение мы должны просто-напросто взбить всю эту массу до однородной консистенции и украсить нашими орешками. Давайте этим и займемся. Основа нашей запеканочки вот так выглядит. Видите, тесто такое довольно жидкое, консистенция как густая сметана, но оно таким и должно быть. Теперь давайте приготовим форму, смажем ее маслицем и туда отправим нашу будущую запеканку. Смазываем форму, буквально немножко. Вот так вот. Отставляем масло. Это хорошо распределяем. И наша форма готова. Теперь с помощью лопатки я вылью наше тесто сюда. Духовку мы уже разогрели, ребята. 180 градусов. Она уже нас ждет. И наша запеканка должна выпекаться 35-45 минут. Зависит от вашей духовки. Смотрите, какая температура у вас в духовке и как что вам подходит. Будете смотреть, как обычно. Все как просто. Теперь украшаем орешками в произвольной форме. Трум. Вот что у нас с вами получилось. Смотрите, какая красота. Теперь я отправляю, как я уже сказала, в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут. И потом я вам покажу, что у нас с вами получилось. Смотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая она красивая, румяная, какая она сочная, какой у нас запах в кухне, вам не передать словами. Обязательно попробуйте этот рецепт и напишите, как он вам понравился. Вы представляете, вы можете прийти и даже вечером налить себе чашечку чая без сахара, взять себе кусочек нашего а-ля чизкейка и насладиться, и кушать это все с чистой совестью. Дорогие мои, пробуйте, я всегда вас прошу, экспериментируйте, не бойтесь перестраивать свои какие-то обычные привычки. И кушайте красиво, вкусно. И главное, все мои рецепты для вас, которые я предлагаю вам со мной делать, они простые и относительно очень быстрые и дешевые. Так что попробуйте этот мой рецепт. И до новых встреч! Будьте все здоровы, счастливы, любимы, стройны, в хорошем настроении. И до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!